Всем привет! Сегодня у нас будет небольшой сравнительный видеообзор, и я вам покажу некоторые модели самосвалов всем известной марки КАМАЗ, которые есть в моей коллекции. И мы будем сравнивать не столько сами масштабные копии, сколько технологию их изготовления, проектирования, потому что, во-первых, это автомобили совершенно разных временных эпох, и второе, то, что здесь представлены различные модификации. Я вам покажу две модели иликоновских КАМАЗов, одна из них советского периода, вторая более современная российская. Также покажу одну модель ручной работы. Мы рассмотрим более позднее изделие в коробочке Start Scale Models. И самое последнее приобретение из самосвальных КАМАЗов в мою коллекцию – это дилерское исполнение в коробке ПАО КАМАЗ. Но по большому счету это просто перепаковка продукции автоистории. И первая модель, с которой мы начнем сегодняшний небольшой сравнительный видеообзор, это классический самосвал КАМАЗ-5511. И данная модель копирует прототип 1978 года выпуска. Сложно назвать точную дату изготовления этой масштабной копии. Она приобреталась новой, но, к сожалению, у нее не сохранилась оригинальной упаковки. Я помню, что эта модель продавалась в серой пластиковой коробке, и, к сожалению, эта упаковка безвозвратно утеряна, поэтому данный КАМАЗ я поместил в обычную новодельную картонную коробочку. И, скорее всего, дата изготовления этого КАМАЗа то ли конец 88-го, то ли начало 89-го года. Возможно, модель была выпущена чуть позже, уже и не вспомню. И есть специалисты, которые точно определяют дату изготовления иликоновских КАМАЗов по определенным косвенным признакам. Если кто из вас разбирается в отличиях моделей по годам выпуска, тоже напишите в комментариях, будет интересно вспомнить, какого года все же эта масштабная копия. И здесь модель сохранилась в оригинале. Я только обозначил серебристой краской дверные ручки и немножко подкорректировал крепежные оси, на которые устанавливаются колесные диски, потому что оси здесь очень длинные. И если не ставить вот такие небольшие зажимы, колесико болтается. И, конечно, в таком варианте это сильно портит эстетичный вид масштабной модели. Но эти элементы можно при желании демонтировать. Я их не вклеивал, а просто насадил на ось. И этот КАМАЗ довольно хорошо сохранился, хотя за последние годы на лакокрасочном покрытии кабины стали появляться небольшие вздутия. Но я думаю, это просто такая некачественная краска, тем более модель уже довольно старая. И долгое время этот КАМАЗ у меня хранился на открытой полке, куда попадали солнечные лучи, поэтому здесь решетка радиатора немного пожелтела, и я пытался ее отбелить. Раньше она еще была более желтой, и теперь решетка у меня цвета топленого молока, но выглядит она тоже вполне симпатично. И здесь сохранились оригинальные зеркала заднего вида, также рукоятка переключения коробки передач и рулевое колесо. И эти элементы сделаны не из пластика, а, возможно, из какого-то полиэтилена. Во всяком случае, это не тот пластик, который мы привыкли видеть в современное время. И что мне всегда нравилось у этих иликоновских КАМАЗов, это плавность хода, потому что здесь была подпружиненная подвеска. И подобные изделия были мечтой любого пионера советского времени. Можно было очень хорошо катать эти грузовички по столу или в песочнице, и они выдерживали практически любые издевательства. И я помню, я в свое время разломал танталовскую Волгу ГАЗ-24. После 2 поездок у нее колеса стали домиком, и в итоге сломался задний мост, потому что там подвеска была сделана преимущественно из пластика. А здесь практически все из металла, металлическая рама, металлическая кабина и металлический кузов. Гидроцилиндр здесь пластиковый, также у грузовика откидывается кабина. Если вы посмотрите на нижнюю часть, здесь все очень условно изображено. И, конечно, по современным меркам эти модели уже мало кому интересны, хотя многие люди для ностальгии покупают именно старые советские экземпляры, если они в хорошем сохране с оригинальной упаковкой.
И вторая модель КАМАЗа, которую я вам покажу, это уже российское изделие, модель 2011 года. Здесь у меня есть оригинальный вкладыш, и это последняя модель КАМАЗа, которая выпускалась на Иликоне. Конечно, сейчас тоже продаются модели в коробочках Иликон, но это, я думаю, уже какой-то околозавод. И более современных КАМАЗов от этого производителя не предлагалось. И по большому счету это последний иликоновский КАМАЗ, который я приобрел в свою коллекцию. И, по-моему, после этой модели я взял только одну новодельную, уже не чисто иликоновскую модель, но, скажем так, это было просто из спортивного интереса. И этот КАМАЗ у меня тоже в оригинальном виде. Здесь я только заменил резину на покрышке от Автоистории. И, по-моему, эти покрышки я взял с одного ЗИЛа. Или это был ЗИЛ-133, или, возможно, ЗИЛ-130 с полуприцепом. Ну, не суть. Эти покрышки хорошо встали на родные колесные диски, и они значительно улучшили вид от этой масштабной копии. Ну, конечно, здесь не очень удачно реализована передняя часть. Вид портит вот такой довольно угловатый передний бампер, переразмеренные фары. И, конечно, особо здесь нечего дорабатывать, потому что модель сделана очень грубо. И следующий КАМАЗ, который я вам покажу, это автомобиль ручной работы. И эту модель я покупал, когда не было еще продукции Startskill Models, Автоистории. Конечно, сейчас на нее без слез не взглянешь, потому что здесь ужасное качество сборки. И вообще иногда я задаю себе вопрос, как я умудрился приобрести эту модель в свою коллекцию, потому что продавать подобные изделия, я думаю, вообще нужно запретить. И здесь очень низкое качество материалов, также очень неаккуратная покраска и сборка. Если вы посмотрите на кабину, здесь очень много различных шероховатостей, неровностей, также рытвинок. И, в принципе, я думаю, цена этому изделию не больше 500 рублей, но в свое время я отдал за этот КАМАЗ относительно внушительную сумму. Здесь тоже рабочий кузов, откидывается кабина, и за основу этого грузовика взята модель от Иликона, только здесь все сделано из эпоксидной смолы, и также установили харьковские покрышки, но из-за того, что эта модель изначально не влезала в оригинальную коробочку, ее каким-то образом туда запихнули, то деформировались покрышки. Получается, они как будто в спущенном виде. Но если поставить его на полку, тоже будет довольно интересно, как будто долго стоял грузовик без движения. И следующая модель, которую я вам покажу, это уже более позднее и современное изделие в коробочке Startskill Models. Отличный КАМАЗ. Я его приобретал, когда этот грузовичок был еще новинкой. И сложно вспомнить, за какую цену я приобрел этот КАМАЗ в свою коллекцию. Я думаю, где-то 4500 рублей. Примерно так стоит продукция Startskill Models. И у этого КАМАЗа мне очень понравилась схема окраски. Насыщенный темно-бордовый цвет, и также у этой модели еще вполне хорошее качество сборки. Здесь нету пятнышек клея, все детали более-менее аккуратно установлены на свои посадочные места, и здесь каких-либо доработок я не делал. У этой модели подъемный кузов. Также откидывается задний борт и поднимается кабина. Там можно посмотреть на вполне детализированный двигатель. И на каждую из этих моделей я делал детальный видеообзор на основном канале, поэтому особо не будем заострять на них внимание. И пишите ваши комментарии, какие из показанных мною КАМАЗов есть в ваших коллекциях. И последний самосвал, который я покажу в рамках данного видеоролика, это продукция в дилерской упаковке ПАО КАМАЗ. И когда я делал детальный видеообзор на эту модель, вы могли заметить, что у меня там не хватало одной подножки. И, по-моему, во время показа этой модели у меня отвалилось одно
из боковых зеркал заднего вида, но я потом его подклеил на свое посадочное место. И, конечно, качество покраски и сборки здесь очень низкое, недалеко оно ушло от модели ручной работы, которую я вам показывал чуть ранее. И, конечно, эта продукция, я думаю, по современным меркам не стоит своих денег. И если вы хотите хорошее изделие, то лучше берите набор для самостоятельной сборки AVD Models, красьте и собирайте модель сами. Но сам прототип очень интересен. Вот именно такие оранжевые самосвалы я в основном встречаю на дорогах общего пользования. Здесь тоже откидывается кабина, поднимается кузов и откидывается задний борт. И главное, во время подъема всех этих деталей не сломать другие хрупкие элементы. Например, вот здесь болтается защита на боковинки грузовика. Так что вот такие грузовички, которые я хотел вам показать в сегодняшнем видеоролике. И пишите ваши комментарии, какая из показанных мною моделей есть у вас. Собираете ли вы продукцию современного Иликона? Возможно, вы переключились на продукцию Автоистория или более премиальный бренд Startskill Models. Если вам понравился данный видеоролик, не забывайте поддержать его лайком. Также вступайте в мои группы в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбуке и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о выходе новых видео на этом канале. А на сегодня это все. До новых встреч. Пока.